Так, всем, друзья, еще раз добрый день. Меня зовут Георгий Кванасян. Многие знают меня как эколог Жора Кванасян. Вот. И в связи с тем, что вот этой вот штукой тепловизионной, которую показывал Эльмурод, вот этой вот обходить полигон, представляете себе, это несколько часов, наверное, для того, чтобы найти потенциальные места скопления метана, потенциальные места возгорания. Вот, мы придумали использовать вот такой вот ядерный чемоданчик черненький, прекрасный, который позволяет нам сделать это буквально минут за 10, просто исследовать полигон на момент каких-то очагов, точек возгорания. Вот, сейчас ваша любимая YouTube рубрика — это открытие всяких... Распаковка. Да, распаковка, правильно мне подсказывает Эльмурод. Значит, в этом чемоданчике у нас находится вот такой вот дрончик. Это Mavic 2. Многие, наверное, видели, многие знают, что это такое, но это не простой Mavic, он Enterprise. То есть у него есть двойная камера спаренная. Одна камера обычная, просто 4К камера, а вторая это тепловизионная. И, соответственно, теперь для того, чтобы нам найти точки возгорания на полигоне, нужно просто пролететь над ним, снять тепловизионную картину и определить эти точки, передать компании, которая эксплуатирует полигон. Кроме этого, сейчас я пока буду подключать все, я покажу, как это выглядит. Кроме этого, при помощи такого дрона можно делать еще очень много полезных вещей для природоохраны. Например, в прошлом году я летал в Ростовской области, была очень сложная пожароопасная обстановка. Вот, мы определяли очаги возгорания прям буквально, как только они появлялись, и оперативно выезжали волонтеры, оперативно выезжали сотрудники МЧС для того, чтобы тушить пожары не тогда, когда они уже, так сказать, с плотной стеной идут на населенные пункты, а тогда, когда они только там небольшую площадь занимают, это низовые пожары, и, в общем, достаточно успешно с этим справлялись. Кроме этого, это устройство мы использовали в ОПТ-шках, для того, чтобы определять разных нарушителей, которые жгут костры. Да? Вот, это тоже очень удобно. Но здесь еще есть специальная такая штучка. Давайте я к вам разверну. Я называю его матюгальник. Подлетаешь к нарушителю, говоришь в пульт то, что немедленно затушите костер. И там, знаете, такой голос, как, знаете, на железнодорожной станции объявление. В общем, люди пугаются, вообще в ужасе. Просто это очень смешно выглядит, но тем не менее тушат. Да, спасли одного, правда, не этим дроном, а предыдущий я утопил просто на Сахалине, вот, одного бордера, как это называется, да, фрирайдера, который застрял в горах, в общем, в этом году на Кавказе. Кроме этого, можно искать потеряшек, то есть людей, которые потерялись в лесу, потому что он достаточно хорошо, успешно пробивает через листья, там, через деревья и так далее. Мы его тоже в том году пытались использовать, правда, не сложилось в этот раз, к сожалению, там утонул человек. Владелец температуры не поймаешь. Ну да, понятно, то есть его потом уже водолазы нашли, но мы по лесам летали, искали, то есть в принципе реально было. То есть у всяких там косуль и всех остальных мы видели. Вот. Сейчас я запущу, мне просто неудобно. Успешная презентация делается при подготовке. Значит, сразу скажу, что мы с Георгием, помимо косуль, еще облетали промышленные зоны. Вот. Не только полигоны, но и промышленные зоны. И в частности в Магнитогорске мы нашли 8 источников нелегальных, где пережигают отходы. Это в районе Алмаза. Кто знает, улица Чедаева. Вот, и, соответственно, там сейчас мы там едем в Магнитогорск, запустим там программу надзорных мероприятий, министерство и надзор проверят промышленную зону на предмет всех выбросов и все такое прочее. То есть это огромная территория, где просто люди там поставили контейнеры, завозили туда проволоку, поджигали ее, вот она горела, чадила, там травила людей вокруг.
Вот, нам в ночной съемке удалось это сделать. Аналогичные облеты мы делали в Челябинске, аналогичные облеты делали в других регионах, поэтому, помимо всего прочего, это еще такая полезная история с точки зрения выявления. Готов? Да. Ну вот, собственно. Надо на телевизор посмотреть сейчас. Вот так вот выглядит наш зал на данный момент. А вот температура? Температура калибруется в зависимости от того, что нужно. Обычно сначала залетаешь, я вручную это делаю. Вот, я смотрю в зависимости от объектов. Если объекты какие-то очень теплые, например, если летаем над свалкой, где есть система дегазации, то там очень высокая температура на факелах. Соответственно, нужно выставлять широкий диапазон температурный. Вот, если летаешь, например, там, в том же лесу, то там не очень сильный, там более узкий диапазон. Кстати, да. В общем, вот так это приблизительно выглядит. Конечно, разрешение не очень, то есть там 640, по-моему, на 480 или даже на 320, именно тепловизионные камеры. А обычная камера, конечно, отличная. Вот, кайфовая. Вот. Но, к сожалению, вот когда туман на Сахалине, так сказать, там за 2 секунды примерно приходит туман, он теряет ориентацию и тонет. Проверено личным опытом. Так, значит, что еще интересного мы сделали с помощью дрона? Я сейчас вам покажу, вот, так сказать, сейчас. Видно я? Просто не видно, да? Вот так сделаю. Да. Вот это станция сбора газа, да, правильно называется, на полигоне Кучина. Пусть меня Наталья поправит, да, как это правильно называется. Вот смотрите. Да. Что из себя представляет система дегазации? Да? Это много-много-много скважин, которые пробурены в свалочном теле, которые забирают свалочный газ и аккумулируют вот на таких ГСС-ках. Вот, соответственно, вот эти вот трубопроводы, они подводят газ на ГСС. И вот, например, в январе, когда были проблемы на полигоне, вот мы, значит, пролетели, отфоткали все эти ГСС-ки, сняли на видео. И вот здесь, смотрите, если видно, не видно, смотрите, вот те, которые теплые, это значит, газ подходит, давление есть в системе, значит, дегазация работает. Те, которые не теплые, это значит, газ не подходит, значит, с этими скважинами нужно разбираться. Соответственно, мы оперативно, там, буквально за 15 минут, эксплуатирующие организации сказали, где, чего, какие части полигона не работают, газ не собирается, соответственно, люди в Балашихе плачут и страдают, вот, и удалось оперативно ликвидировать эти места. То есть круг вообще вопросов, которые можно решить с помощью этого прибора, колоссальный на самом деле. Я думаю, что вы сейчас на скидку еще там 2-3 точно придумаете. В общем, все. Подписывайтесь. Экологика. Экологика называется. YouTube, да. Жорика у нас, а на ТикТоке жена эколога. Спасибо, Жор. Да. Значит, смотрите, как работает. Вот магнитогорские студенты походили с приборами, выявили район, где есть какие-то периодически возникающие превышения. Дальше мы начинаем искать источник. Посмотрели днем, попробовали, полетали. Есть места, которые вызывают у нас вопросы, но и дыма нет, ничего нет. И потом приехала эта машинка, пролетела и выявила красными точками, с точными координатами, что, собственно, там может вызывать вопросы. Теперь надзорный орган берет документ, берет фотографии и точно знает, куда может прийти, чтобы проверить, что там происходит. Вот многослойная такая работа, которая позволяет, с полигоном также. Вокруг полигона Кучина ходили студенты гидрометеорологического техникума из Балашихи, проверяли в случае, если они фиксировали что-то, это значит, что пленкой, которой закрыт полигон, чтобы газ не вылетал, в ней есть дыры и так далее, и так далее. Проверяли ГСС-ки вот эти, которые здесь Жора показал, на предмет утечек и всего остального. Тоже
стандартная, нормальная волонтерская работа. То есть, и после этого делали доклад, что где как происходит. И так далее. После этого надзорный орган, министерство, извините, штрафовал или там, не знаю, в общем, наказывал подрядчиков, они исправляли ситуацию. Таким образом, потихонечку, сейчас у нас в Балашихе в основном беспокойщиков факел. То есть мы собрали весь газ факел, факел то работает, то не работает, там есть проблема, теперь уже собралась в одно место, и с ней там разбираться тоже будем дополнительно. Вот примерно такая логика. Я вот магнитогорских девочек, что тут рассказывать? Это я в конце. Я покажу вопрос. Да, есть вопросы, Георгий? Хотелось и спросить, и в то же время прокомментировать, потому что на самом деле вот то, что вы рассказываете, это реально очень полезно, потому что я сам с Реутова, и у нас постоянно был вот именно проблема в том, то, что приходилось даже тряпками закрывать окна, потому что дышать было нечем. И это реально очень круто. Второй момент, даже хотелось не спросить, все и так понятно, очень классно, а прокомментировать и то, что это нужно придавать в вашу работу огромные огласки среди студенческого добровольчества и, ну, на самом деле, вот такой комментарий. Твой как-то застеснялся дальше. Вот, так что спасибо вам огромное. Очень правильно рассуждает товарищ, очень правильно. Распространяйте. Хотел просто продемонстрировать напоследок, как угоняем нарушителей на ОПТ. Сейчас я, вот, допустим, записываю. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Вот так это работает. Но это еще маленькая громкость, поверьте, он там металлический на всю долину там люди путают. Прикольная штука. Палками кидают шишками. Палками, шишками. Боятся. Как фильм будущего. Летает вот дядька, смотрит на тебя и говорит, ты что, костер разжег? Гад. Только запись там сделать, говорить реально вот прям. Или записываешь, он передает. Только Только записи, а прямой, допустим, нет. нельзя на голос. К сожалению, мы не слышим, что люди отвечают. Да? Слава Богу! Это было бы смешнее. А еще раз? Я выключу. Нет, в смысле, говорить вот постоянно в него нельзя. Нельзя, Только да. отправлять короткие аудио. Как голосовые сообщения. Так, еще раз повтори. По максимуму. Максимально громче сделай. Ребята, у нас время ограничено. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.